окончание «ей» или «ой». «Ой». Здравствуйте! Это урок номер 15. И хорошо, что вы здесь, потому что у меня вопрос. Завтра я обедаю с друзьями. Мы обедаем не в ресторане, а здесь, дома. Завтра мы обедаем с моими новыми друзьями. И мы обедаем дома, не в ресторане. Мы обедаем с моей подругой Габриэлой и с ее молодым человеком. И сейчас я думаю, что я могу приготовить. У вас есть идеи? Я думаю, хорошо приготовить традиционное русское блюдо, потому что Габриэла мексиканка. Думаю, это интересно попробовать русские блюда, да? Какие русские блюда вы пробовали? Что значит пробовать? Пробовать значит есть первый раз. Например, вы пробовали салат оливье. Мы готовили салат оливье на практике номер 14. Да, посмотрите. Да, и вы помните салат оливье, какие там ингредиенты? Там картофель, морковь, яйца, колбаса, вы помните? Отлично. Да, салат оливье – это салат с картофелем, с яйцами, с колбасой, с морковью и так далее. Но я не хочу готовить салат оливье. Мы ели оливье на Новый год. Я думаю, что мы будем есть суп. Потому что в России мы очень часто готовим и едим супы. Мы едим суп каждый день на обед. Мой любимый суп – борщ. Вы пробовали борщ? Борщ – это бордовый, яркий суп. Почему? Какой главный ингредиент? Главный ингредиент там – это свекла. Свекла, вот, кстати, у меня есть свекла. Это овощ, и он бордовый. И борщ – это суп со свеклой. Это суп со свеклой. И поэтому он такой бордовый. Да, борщ – это хорошая идея. А что еще? Кстати, можно не только русские блюда. Что вы рекомендуете? Что? Пасту? Да, паста – это хорошая идея, думаю. Все любят пасту, да? Например, паста карбонара. Какие там ингредиенты? Там есть ветчина, яйца и сыр пармезан. Паста карбонара – это паста с ветчиной, с яйцами и с сыром, с пармезаном. Да? Отлично. Что еще приготовить? Какой салат вы рекомендуете? Я думаю, греческий. Все любят греческий салат, да? Он очень легкий, очень вкусный.
Какие там ингредиенты? Там помидоры, огурцы, оливки, да, лук и оливковое масло. А еще, конечно, греческий сыр фета. Итак, греческий салат – это салат с помидорами, с огурцами, с оливками, с луком, с греческим сыром фета и с оливковым маслом. Отлично. А что на десерт? На десерт я знаю. На десерт будут блины. Вы пробовали блины? В России мы любим есть блины со сметаной. Сметана – это не йогурт и не майонез. Не знаю, это сметана. Сметана – это сметана, да. И в России мы очень любим сметану. Я очень люблю блины со сметаной. Думаю, это хорошая комбинация. Да, блины со сметаной или, например, блины с вареньем. Это варенье. Что значит варенье? Варенье – это джем. Иногда мы говорим джем, но обычно мы говорим варенье. И это малиновое варенье. Очень вкусное. Угу. Да, мы будем есть блины с вареньем, с малиновым вареньем. Будет очень вкусно. Отлично. Ну что, я жду ваши рекомендации. А сейчас давайте посмотрим, что мы узнали сегодня. Сегодня мы узнали новый падеж. Творительный падеж или падеж номер 5. Или инструментал. Какая его функция? Давайте посмотрим мои примеры. Наши вопросы. С кем или с чем? С кем, если это люди? Например, я обедаю с моими новыми друзьями, с моей новой подругой и с ее молодым человеком. Это творительный падеж. Мы обедаем вместе, я и мои друзья. С моими друзьями. Это творительный падеж. И здесь вы видите, что мы меняем все, да? Мы меняем существительные и прилагательные, и притяжательные местоимения мой, моя, твой. Но, как обычно, мы не меняем формы ее, его, их. Итак, посмотрим на окончания. Он мужской род. Это сыр. С чем? С сыром. Это картофель. С чем? С картофелем. Окончание ом и ем. Ом и ем. Дальше она. Например, колбаса, курица, морковь. С чем? С колбасой, с курицей, с морковью. Здесь у нас 3 варианта. Ой, ей, ю. Когда ю
Если в конце мягкий знак, например, морковь, тогда ю с морковью. Карамель с карамелью. Ваниль с ванилью. Здесь 3 варианта. Ой, ей, ю. Оно, средний род, например, молоко или варенье, варенье. С чем? С молоком, с вареньем. Ом, ем. Хорошая новость. Средний род и мужской род все одинаково, да? Здесь ом и ем. И они множественное число, например, овощи и друзья. С чем? С овощами. С кем? С друзьями. Ами и ями. Ами и ями. Отлично. Это окончание существительных. Но вы видите, что мы меняем и прилагательные, и притяжательные местоимения. Как? Давайте посмотрим. Мужской род – он, например, соус. С каким соусом? С каким соусом эта паста? Это паста с томатным соусом. С томатным. Окончание им или им. Для прилагательных окончание им, им. Женский род – она. Например, подруга. Я обедаю с подругой. С какой подругой? С хорошей. Я обедаю с хорошей подругой. Или с моей хорошей подругой. С вашей хорошей подругой. С нашей хорошей подругой. Да? Все аналогично. Окончание ей или ой. Оно, например, масло. Это салат с маслом. С каким маслом? С оливковым. Окончание им, им. И опять как мужской род, да? Опять одинаково. И множественное число, они, например, друзья. Мы обедаем с друзьями. С какими друзьями? С новыми. Ими, ими. Или с моими новыми друзьями. С твоими новыми друзьями. С нашими новыми друзьями. Ими, ими. Ну, все. Сейчас вы понимаете, что значит суп со свеклой. Суп со свеклой. Или блины с вареньем. Или салат с помидорами. Или кофе с молоком. Сейчас вы понимаете, что это значит, да? Я рекомендую послушать это видео еще раз и скажите мне, с кем я обедаю завтра? Скажите мне, борщ – это суп с чем? А паста карбонара – это какая паста? С чем она? Греческий салат – это салат с чем? А с чем вы едите блины?
С чем я ем блины? Послушайте еще раз и напишите ваши примеры. Это все на сегодня. Спасибо. И я жду ваши рекомендации. Какие блюда вы рекомендуете готовить? И напишите, с чем эти блюда. Не забудьте посмотреть практику номер 15. Там будет очень-очень много примеров. Удачи и до свидания. Пока!